Все, готово? Мы начинаем. Топ-3 места, чтобы вот прочувствовать вот Питер. И мы идем на кладбище. Говорят, белорусы хорошо трахаются. И меня разводили на бабки. Трать чужие деньги. Считаю, что это прям супер. Ну, это тоже вот называется доверчивые белорусы. Если вы хотите немножечко абьюза... Вот да, это же абьюзер. Вот. Сиськи, письки. В Питере пить, как говорится. Блин, вкуснятина какая. Тебе не дадим. Мы находимся все в Кабеле, Васильевский остров. Здесь прекрасный вид на Неву, ЗСД дорогу. Решил вам показать новый Петербург такой. Слушайте, а что там такое? Это гильзы? Похоже, да, на гильзу? Ну да. Ну, вот так вот здесь. Кто-то себя плохо вел. Расстреляли кого-то, да? Очень похоже на Октябрьскую. Старый завод, переделывают, модные какие-то места, вкусный кофе делают. Короче, мне творческое кажется, так и есть, пространство. да, Сейчас да, холодно, конечно, тут все закрыто вот на улице. Да, вот я ходил тут недавно на концерт «Не лето», на крыше там танцевал. Не лето. «Не лето», да. Голый, я надеюсь. Такой. Ну, не летом. Ты поэтому и пошел. Обязательно, да. Но он клевый. Здесь я себя как бы не чувствую там россиянкой, петербурженкой. И когда я здесь с кем-то знакомлюсь или рассказываю, я такая, я белоруска. Что это за место? Это в целом обычный сквер. Таких скверов, парков в центре Питера можно много где найти. Мне вообще нравятся вот эти питерские дворики, что ты заходишь каким-то таким образом, знаешь, как будто бы что-то секретное. Ты такой туда-сюда прошмыгнул и зашел. Да, там раньше стояла пианино, вот я сейчас не вижу. Да, его. есть. Да, Там, да, есть некоторые люди, которые умеют играть. Играет интересно, можно послушать абсолютно бесплатно. Это все, что я умею. Красиво. Мы находимся на острове, которых в Петербурге, не знаю сколько точно, но несколько. Вот. Но мы называем это Черная речка. И иногда даже с друзьями говорим, ну что, пойдем тусить на Черную речку. Все знают, что вот здесь. А Черная речка почему? Вот для тех, кто не знает. Черная речка, ну, вода плохая там, наверное. И Пушкина убили. И Пушкина убили, да, кстати, на Черной речке. Это место такое вроде бы и спокойное, но здесь пьющие люди иногда прячутся от туристов, либо водят туристов сюда, вот как я сейчас вас сюда припер. Место, где я влюбилась в Петербург, это был как раз вот этот перекресток. Я его сфотографировала, подумала, что супер, я бы хотела здесь жить. Через 2 месяца мне с работы предложили жилье. Вот на Жуковского 57 я прожила 2 года. А если присмотреться, вот то окно на 2-м этаже, это окно моей комнаты, в которой я жила. Это коммуналка, Да. да? Слушай, такой красивый дом. Я бы жила там. Так, Если бы так, сейчас вселенная услышит твой запрос. Нет, только если вся коммуналка будет принадлежать мне. Короче, для разнообразия мы решили показать, где мы остановились. Это апарт-отель, называется Румбург, находится в центре города, на Марата 23, очень клевые апартаменты, поэтому мы решили с вами поделиться местоположением и заодно показать, что здесь есть. Начинаем с кухни. Очень круто, что есть такая кофемашинка. Здесь есть даже капсулы, 15 капсул, видите, запаковано. Специи какие-то, соли, здесь есть чашечки. Я посмотрела, что есть бокалы. Целый комплект, если вы приезжаете, можно даже не мыть несколько дней, тут их просто много. Приборы, смотрите, какие красивые. Можно что-то приготовить. Есть кастрюльки, тарелочки, мисочки. Мне нравится, что здесь очень много точечного света, и поэтому так уютно, короче, прям по-питерски так. Мне очень понравилось, что здесь теплые полы. Я просто обожаю. Вот зайди, посмотри. Круто же. Вообще все блестит золотом. Здесь есть все необходимые принадлежности. Тут паста, щетка, шапочки, полотенца. Что очень круто всегда. Вот в ванной мне не хватает какого-нибудь столика. Вот приходишь, иногда надо тебе там, не знаю, косметичку положить, а ее, блин, некуда положить. Ты ее просто на пол кладешь. Короче, здесь вообще вот просто огонь. Такой прикольный дворик, вот он такой типичный питерский, тихий, широкие эти подоконники, такая тишина, свет такой приятный, телек. Ну, короче, я прям искренне советую, если вы в ближайшее время собираетесь в Питер, обязательно сохраните эти контакты. У ребят очень высокий рейтинг, я вот прямо от души вам советую. В 2010 году я решил поехать на море, в Грецию. И, соответственно, я познакомился с девушкой, своей будущей супругой. У нас такой случился, как говорится, пляжный роман, может быть, так. Приехал я уже, соответственно, в Минск. Общение наше продолжилось. И вот, соответственно, я принял такое вот решение переехать в Санкт-Петербург. Вместе начали мы снимать квартиру и жить. То есть она была из Питера? Да, она с Питера была, да, все правильно. Во-первых, изначально я переехала в Минск, потом я попробовала в Москву. Из Москвы я уезжала со слезами на глазах, потому что, ну, вообще не мой город, не моя скорость, не мои люди вообще абсолютно. И у меня подруга здесь жила, говорит, приезжай в Питер, вообще тут здорово. Думаю, блин, а что я раньше не подумала переехать в Петербург? Мы же в КВН играли в свое время, такая команда была у нас, Юрий Гагарин. Вы, наверное, вряд ли знаете, но... Ну, здрасте!
Когда мы ехали на игру, мы перевернулись в машине стиральной. Мы сюда приезжали выступать, тут с ребятами познакомились. Я сюда приезжал еще тут свидетелем у друга на свадьбе был. И что-то как-то мне понравился Петербург. И буквально за одну неделю меня на работе там все достали. У меня до сих пор, кстати, лежит дома блокнот, написано, как же все меня это. Я подчеркнул, на следующий день пошел увольняться. И вот когда в понедельник я решил, в среду купил билет, и в воскресенье уже уехал сюда. Мне мама запихнула в сумку все возможные свитера, ну, на север ездил. На вахту. На вахту, все свитера. Причем эти свитера я ни разу в жизни своей не надел. Однажды мне понадобился самый большой свитер, потому что в одной из квартир, которую я снимал, не было подушки, как нищеброды. Этот свитер в наволочку запихнул, вроде бы как подушка. Я вот так вот, наверное, пару недель спал. И вот мы на перроне вообще рыдали там все, как будто бы, вообще, не знаю, на другой континент. Вот сейчас даже подумать, господи, тут на самолете съесть зефирку из Белавии, ты уже здесь. Ну да, очень быстро. Да, а там... Вот она, да. Прикольно. Зефир у шоколаде. Питер мы не знаем совсем. Нам все-таки хотелось что-то увидеть такое интересное, послушать вообще про эти знаменитые дворы, парадные, потому что Питер этим славится. В общем, мы решили не гуглить в интернете, потому что у нас нет времени, мы люди занятые. Для этого есть специально отведенные люди. Ну, в общем, пару часов будет длиться наша экскурсия. Я надеюсь, что что-нибудь такое интересненькое мы увидим и вам покажем. Короче, погнали. Марин, у меня еще второй ноги нужно, надо поправить. Женька, сейчас На, получишь. подержи. Так, Вот. друзья, прямо сейчас мы попали с вами в комнату, что в свое время служила спальней матери Сергея Довлатова Норы. Однако от интерьеров Норы Степановны здесь не осталось ничего, ну, кроме, пожалуй, вот... Ну что, Я бы тебе шила. где? Здесь. Ну, скоро так дома будет уже. Все, уборку не будешь делать? Короче, нас в конце экскурсии привели в какое-то водное пространство, называется лофт-проект «Этажи». Здесь на каждом этаже что-то творческое, какие-то, творческие люди что-то творят. Ну и вот можно взять что-то горячее или не горячее и на крыше посидеть, полюбоваться Питером. Короче, мне очень понравилось. Прям обязательно сходите на такую экскурсию, тем более вот так можно клево, весело зафиналить. Россияне, они чувствуют, что ты из Беларуси? Вот как-то можно понять, что вот это белорус, а это не белорус? Или... Чувствовалось это тогда, когда только я приехал в 2010 году сюда. Это чувствовалось. У меня был диалект, грубо говоря. Но потом со временем у меня, конечно, пропал. Не до конца, но все равно как бы чувствуется. Но как только я приезжаю в Беларусь, я такая, у нас в России. Ну, то есть такое какое-то странное ощущение, как бы я здесь немножечко как будто не своя, хотя рассказать про какие-то минусы, плюсы Петербурга по сравнению с Беларусью спустя больше, чем 8 лет, мне сложно. Я уже не знаю, как там в Беларуси, чем там люди дышат. Больше могу сказать, конечно, про Петербург. Меня даже иногда там родители обижали, что я такое говорю, все, я хочу домой. То есть домой ты уже сюда. Но 9 лет так Ну, большой. 9 лет это, большой конечно, период. срок. Тем более, я так понимаю, все равно у тебя здесь уже свое жилье, знаешь, все как ты создавал. Ну, и не эти свое, ощущения. конечно. Хотелось бы Ну, свое, но... Мне кажется, у тебя уже даже акцент такой питерский. Ну, Я вчера ходила и все по реплике говорила, стало. мы дзекаем, и знаешь, а люди так мягко говорят, добрый день.
Да, Ну здесь вот. так. И ты уже так говоришь немножко. И вот кого-нибудь из русских вот заставьте, напишите на бумажке и заставьте прочитать слово «Андреевщина». И там, конечно, вообще вот это вот ш-ш, где дождь. Ага. Что, говорит, что это? Дождь. Говорит, откуда это все? А ты вот говоришь, канал ты ведешь про белорусский язык. А что ты там делаешь? Ты учишь? Там больше вставляешь? такое, как простые правила, простым языком для тех, кто хочет там разговаривать на белорусском языке. Там какой-нибудь список литературы, что можно почитать для того, чтобы там знать базовую классику белорусской литературы. Там хоп-хоп-хоп, там 10 книжек каких-нибудь накинул. Кем ты работаешь? Ну, я Если не здесь, секрет, конечно. Нет, это не секрет. Торговым представителем. Компания находится в Москве, занимается поставками керамической плитки. А я представитель здесь именно, работаю с дилерами. Вахтовиков отправляю на север, покупаю им билеты, вот, трачу чужие деньги. Считаю, что это прям супер. Насколько я знаю, пол-Беларуси тоже ездят, работают, да, на север. Интересно. Да, ну, как бы вахта, 2 месяца, 60 дней отрабатываешь, все, возвращаешься обратно, денежку зарабатываешь. Я в ковид учился на графического дизайнера, и сейчас вот работаю графическим дизайнером в разных организациях. Ну ты вот Рисую. сейчас доволен Да. вообще своим заработком, своим там, положением, ощущением себя в этом городе? Да, сейчас мне, конечно, хорошо здесь. Я даже когда вот из Могилева приезжаю сюда, то все, Петербургом пахнет. Привела тебя на музыкальный спектакль, посвященный жизни Эдит Пиаф. Гайка Спейс, какое-то музыкальное пространство, необычный концертный зал. И вот почему-то он закрыт. Вот тут такой забор, калитка. Мы пришли заранее, но, видимо, надо подождать. Пойдем померзнем, что ли? Чё, блин, пронесся. Ну, Сукин вкус. сын, Так говорит. выглядит, как будто бы церковь какая-то закрытая. Тут ворота открылись в 6 часов. И Театр мы- это и есть религия, понимаешь? мы Самая первые с большая. тобой идем. Ну, кто-то еще... Выглядит это все максимально странно. Да, конечно, Курочку, пожалуйста. Спасибо. Приятного просмотра. Спасибо. Ну что? Прикольно? Барная карта, ты же Ну что, посмотрел? ты сразу же на бар? Ну, так и что, ты же Ну а что тут еще скажи делать? Ну что тебя заинтересовало? Вот здесь барная карта. Апероль, пожалуйста. Нет, мы туда не смотрим. Есть Как что-то это там? не смотрим? Где Именно вода? там Где вот- вода? Воды нет. Я лежу на больничной койке и диктую свои воспоминания. Тысячи мыслей осаждают меня, я вижу лица. Множество лиц. Пап, ты помнишь? Так устроена система, что все сидят за столиками, за каждым столиком 4 места, и ты, по сути, покупаешь, ну, вот эти места. Мы уже так немножечко запоздали, поэтому нам пришлось купить 2 боковых места. Если мы хотели сидеть ближе к сцене, можно было бы купить 4, можно было Так куда купить еще вот. ближе? Ну посмотри. Ну, если бы мы с Ближе тобой... только на сцене. Если бы мы с тобой не тормозили, мы могли бы купить хотя бы, там, например, 2 вот этих места по соседству, ну, типа, рядышком сидеть. Ну, как бы... А я специально купил по чтобы не отдельности. сидеть со мной. Нет, чтобы лучше тебя снимать. И вот за час ты приходишь, здесь можно погулять, пофоткаться, там есть какие-то интересные картинки, фотки, там что-то можно купить. Ну, короче, Зачем где-то гулять, если есть бар, да? Ну да, зачем тратить деньги на открытку, если можно на апероль? Ну давай, Маринь, все. Надеюсь, спектакль будет хороший. Я тоже. Куда идти? Я не знала. И я оказалась на улице, на площади Пегаль, в танцзале Вихрь. Пивка хочешь? А что на мое смотришь? Не знаю. Проснулась себе, наливаешь, а мне что-нибудь второе предложишь? Там он еще у тебя есть. Скажи, сейчас лед подтает? Да, Еще немного. еще больше будет. Знаешь что, если чуть пораньше купить вот этот стул и ноги на него положить. Смешно было бы. Но я уже пиво поддал, поэтому мне смешно. Очень крутой спектакль. Я прям очень рекомендую ходить не только на классические спектакли, вот в такие вот интересные места. Ну, если будете в Питере, обязательно придите сюда. Здесь есть разные спектакли на разные темы. Короче, я прям разволновалась. Растрогалась, разволновалась. Прям Как? очень рада, что пришла. Они пахнут хлебом и французскими переулками. И вот уже не Эдит Пиаф поет, а идет дождь, шумит ветер.
Или может... Марин, что без цветов? Блин, ну я лох. Ну ты лох. А можно я к вам? Вы такие клевые вообще. Мне так понравилось. Я просто в восторге. Я вот Женьку привела, он очень рад. Да, Жень? Офигенная. Чтобы вот хорошо жить, знаешь, сходить там раз в неделю в кафе, там детей отвезти куда-нибудь там Ну, от в 100 батутный тысяч, центр. наверное. От 100 тысяч. Да, где-то 1000 евро, так грубо А сколько говоря. вот у тебя своя квартира или ты снимаешь? Своя квартира. Ну, до этого я брал в ипотеку, Ага. выплатил ипотеку, и сейчас она своя, да. А вот если не секрет, вот сколько стоит квартира? Ну, если однокомнатная, где я живу в новом районе, она порядка 7 миллионов. 7-8 миллионов. Ага. А если, 10 например, тысяч ее долларов, снимать? получается, и 80 тысяч долларов. Ну да? да. это? Ну Где-то- слушай, ну нормально. Мне кажется, сейчас в Минске Ну, примерно. в Минске то у вас же тоже самое. цены поднялись и на аренду, и на все остальное. Как бы и Минск прям разогрет очень сильно. Я так сейчас смотрел, такая, так. слушай, я говорю, такое, нормально. Да? Сейчас люди нормально есть, 70 тысяч за однокомнатную квартиру, совсем охренела уже. А сколько, вот, например, стоит в Питере снять квартиру? Я живу на Беговой, рядом с Финским заливом. Ну, вот у меня 40 тысяч и коммуналка. Это однокомнатная квартира? Да. А с Финским заливом это типа центр или это уже Нет, дальше? это не центр, но там живописно красиво. Там Лахта-центр, Финский, вода. А, это вот, кстати, нам про этот центр говорили, что самый высокий центр в Европе. Да. У меня 23 двухкомнатная. 23, Это ну, очень это дешево. дешево, да. Да. А если, например, купить ее? Но вот такая квартира, в которой я сейчас живу, 120 тысяч долларов. Угу. Ну, Типа слушай, так. в Минске как будто бы то же самое. А в Минске примерно. то же самое, практически, да. Я вот вчера, когда гуляла по центру, я вот поняла, круто здесь гулять, Да. но вот а как здесь жить? Потому что заходишь в магазин, например, мы вчера зашли, там кроссовки к полу прилипают. Так, санстанция приехала. Отлепите меня от пола. Я прилипла. Слушай, вроде смотришь на продукты, вроде неплохо, но такая грязь. И вот мне было бы интересно, например, по окраине погулять, вот где действительно есть дома для жизни, знаешь, не для Ну, туризма. они не для жизни, это, соответственно, эти современные новые, как муравейники их называют. Ну да. Они Вот эти муравейники, их, к сожалению, тоже строят вот так, что, блин, да ты... Ну да, они вроде бы не многоэтажки, свёрнуты, да, но но они ты так вот стоят, упираешься, да. у тебя просто ты в дом упираешься, там соседа видишь, например. Ну, все равно, даже если бы у меня была там своя квартира, я бы все равно была счастлива. многие не любят жить в центре. Все живут за городом, например, там, да, там, где природа. А центр, он так вот, ну, правда, для души погулять. Ты такой вышел, все, ты в центре можешь гулять, ходить. Когда ты один, да, допустим, я сейчас, допустим, как с собакой, да, ну вот сложно мне представить, куда бы я с ней вот в этом асфальтовом поле, да, куда бы я с ней могла сходить прогуляться. Ну что, Женька, пивасик пришли пить? Нет сил уже. Короче, вечерок. Мы решили его скоротать в приятной компании. В общем, Женькин друг посоветовал нам сходить в Питере в бар «Теория большого пива». Он смотрит их блог, это блогеры, которые снимают блог. И вот они открыли свой бар, и якобы тут прикольное пиво. И мы проходили мимо и решили, что ну просто сам бар велел. Какой бар велел? Говорят, сам Бог велел. А, понял. Ну, Игра такая слов. игра слов. Ну, погнали. Тут хочется вот так присесть. Я не буду садиться, я не буду. Я мы просто там спросить. попадем. Давай попробуем чего-нибудь. Я вот просто, видишь, там есть такие бокальчики. Давай. Будет еще 7 градус, это будет русский перский, стал 15-градусный. Ага. 15 градусов. 15-градусный. Вот это мне. Да, там 15, да. Но он будет сладковатый, единственное, что. Ничего страшного. И еще чуть более сладковатый, 18 градусов на 15-м градусе. Ну что, Седьмой. а что так пожалуйста. мало? 250 крепкого, больше нету. Сейчас Больше еще, не наливают? подожди. О, а это что? Просто и 15 номер, который будет вымороженное пиво, добавление фисташек. Давай посмотрим меню. Здесь авторская кухня. И Сказали, меню что еще? здесь вкусно. Вот сюда. Сканируешь, и тут авторская кухня. Сказали, что очень вкусно, можно перекусить. Слушай, тут мне очень понравилось. Очень клевое обслуживание, очень приятно. Ребята, все можно попробовать. И такая тут атмосфера, такие люди все такие модные, интересные. Каким должен быть бар пивной, да? Вот таким. Ну, Вот. слишком культурный. Ну, блин, как раз для меня. Ну, ты бар от блогеров, Понимаешь? поэтому все Ну культурно. да. Ну что, Женька? За блогерство. Блин, ты уже дашь мне просто отдохнуть сегодня? Нет. Я уже, мне кажется, отработала уже. Сполна. Нет, давай. Это не работа, Марин, это удовольствие, лайфстайл. О, это прям как настойка.
по крепости. Это нужно пить позже. Все, Но мне это по вкусно. шарам дало. Давай закуску неси. Ну, пиво не дешевое. Ты взял 250 миллилитров. Да. 950. Как Ни будто, хрена себе. Ну, слушай, зато вставляет, как будто 2 бутылки сразу. ну, как выпил. будто ты пьешь крепкий алкоголь. Ну, с Много другой не стороны, то на выпьешь. то и выходит. 10-й кран мы выбрали. 10-й кран. Это какое? Это вот это мое, да. Вкусно? Темное пиво прикольное такое, легкое, кисленькое. 350 рублей, пол-литра. И мы взяли еще 650-250 миллилитров. То есть твое самое дорогое. Блин, слушай, ну я не бедный человек, сразу видно. Можешь себе Они позволить. такие богачи пришли. Я переживу, ладно. Ладно, закусывать тогда не будем. Если вы любите бары, любите пиво, я не знаю, как другие бары, но здесь прям очень уютно, клево, много, огромное количество разного пива. Вот Женька себе еще взял сидр, закусочки всякие горячие, тут прям класс. Вроде снаружи место такое невзрачное, в полуподвальном помещении, но тут прям очень уютно. Все сказала? Все, что да, все, что нам что ты сказали тут просила. сказать, ты сказала, да. Белорусы. Что, записываешь? Конечно. Белорусы прекрасные люди. Люблю белорусов, ребята. Что я сказал на белорусском, но как бы... Дякуй. Ну, дякую, это в целом мовное, знаешь. Наши восточнославянские ребята, мы все прекрасные люди. Красивые, умные, няшные. Особенно белорусы. Ребят, вы все прекрасны. Спасибо. Почему россияне не любят белорусов? Кто такой сказал? Сейчас Женя говорил, что должна быть какая-то интересная реакция твоя такая вот. Типа, видишь, нету такой реакции Нет, на такой тупой вопрос. Да, это очень странный вопрос. Меня все любят. Это он думает, Да, что это... я с ноги захожу в ресторан, в бар, и говорю, я белорус, и меня наливают. Любят белорусов. Вот это все говорят. Да. Прекрасно отношусь к белорусам, потому что не раз была в санаториях, видела прекрасное, доброе отношение. У меня, когда я приезжаю туда, такое ощущение, что там это кусочек Советского Союза. К белорусам я отношусь абсолютно как к родным людям, никакой нет разницы, просто как-то называется по-другому, как будто из другого города. Не, на самом деле белорусы, у всех мнение, что там трудолюбивые, отзывчивые. Еще самое интересное, не в первый раз слышал о том, что, ну там говорят, о, ты белорус, да. Говорят, белорусы хорошо трахаются. Я говорю, откуда такие, откуда вообще? Много людей говорит, что типа, о, блин, ты белорус, да. Говорят, белорусы хорошо трахаются. Проходи. Стараются. Стараются. Это как последний раз. Первый раз такое слышу. Ну вот тут вот говорят, я вот, ну клянусь, наверное, ну раз 5 я такое слышал. Но у нас, видишь, если договор заключил, то надо исполнять до конца. Ну да. То вдруг пожалуется кто-нибудь. Топовые. Кто такие белорусы? Отличные люди. Спасибо. Шикарное уважение и респект. Что Россия Да нет, любит очень, белорусов. очень люблю, да. Я помню, даже было, когда я первый раз поехал в Москву в 2010 году. Просто сел и что-то как-то так, ну, на лавочке, денег не сильно много было, я получал визу. И ко мне там ребята подсели, там, вот, из Минска, Беларусь, и меня там угощали там до утра. Правда, вот это было прикольно. Пивом, водочкой, ой, да ты братан, там все, и как бы без проблем. Это приятно, да, так что... Вообще ко всем очень хорошо относимся. А к белорусам? Мы ко всем хорошо относимся. Ладно, ко всем, а к белорусам? Ну хорошо относимся. Вот люди приедут сюда, есть какие-то у тебя любимые места или еда, которую ты посоветовал бы попробовать обязательно? Ну, конечно, надо шаверму похавать. Вы ели шаверму? Мы ели, но мы ели вот в этом месте, которое типа древнее, старое, там 27 лет работает на Литейном. Я тебе привезла съесть шаверму. Эту шаверму в этом месте производят уже 27 лет. И вообще многие познакомились с шавермой вот благодаря вот этому заведению. Оно работает с 90-х. В Беларуси называется шаурма, и в Москве, кстати, называется шаурма. А в Питере именно шаверма. Говорят это потому, что шаверму в Питер привезли турки, у них там шаварма, по-моему, называется, а арабы в Москву вот к нам привезли шаурму. Ну, короче, здесь Тяп-ляп. Говорят, что здесь по-прежнему делают ее так же, как делали много лет назад, и вот тут она, типа, очень вкусная, хотя вообще шаверма, типа, по Питеру вообще много разной вкусной. Кстати, здесь она только одного вида, мы хотели взять какую-нибудь разную, тут нужно, типа, взять в сырном лаваше, можно взять в обычном лаваше, и все, больше никакого разнообразия. Но вообще, я всегда придерживаюсь того, что лучше делать что-то одно, но вкусно. Ну, мы сейчас проверим, вкусно или нет. Сколько стоило, главное? Литейный проспект 64-78, так и называется, типа шаверма на Литейном. Стоила 350 рублей одна штука, а она самая интересная, вкусная или нет. Но тут вот просто уже чувствую, что много вот теста. Холодная внутри. Ну что? Я вижу по лицу, что. Знаете, ощущение, что это как...
Мясо с салатом из помидора и огурцов. Здесь помидоры, огурцы и мясо. Вообще, типа, шаверма так и готовится. То есть должны быть только Слушай, а овощи, может она без такой капусты. должна быть? Ну, Шаурма другая, шаверма я такая. читала, что должна быть без морковки, без капусты. Вот типа помидоры, огурцы и мясо. На легендарную шаурму, лучшую в городе, самую вкусную, точно не тянет. Много начинки, много мяса. Ну, поесть можно, говорю, но она даже не сильно теплая внутри. Может, они спешат, конечно. И твоя как будто бы вкуснее. По ощущениям, взяли огурцы с помидорами, сделали из них салат со сметаной и вот положили вместе с мясом. Да, подтверждаю. Да? Да. Вот прям очень похожий вкус. Может, так и должно быть. Да может, но это вкусно. Ну, я ем, вот я голодная в обед, вот мне вкусно. Зайти сюда поесть ок, если вы проходите мимо. Специально сюда ехать точно не стоит. Я даже вот на Литейно выбрала какое-то заведение. Советуешь? Да, и я пробовала, да, там вкусная, но мне больше нравится Лео шаверма, она на Итальянской улице находится в целом, здесь как бы недалеко можно прогуляться, но вот там прям супер, там, во-первых, оно место специализируется как раз на именно шаверме, и там просто разные, там на лопате выносят, ну, как бы шаверма на тарелке, только у них там на лопате, ну, как бы каждый креативит как умеет, вот, но для меня там самая вкусная шаверма, если не поленитесь, вообще рекомендую, можете туда зайти. А еще есть хорошая чебуречная, вот, кстати, у Ларисы. Их сейчас, по-моему, штуки 4 в Питере. Там чебуреки, водочка, настоечки разные. Ну, там круто. Там, правда, ты потом пахнешь. Тогда надо сразу приходить. И прихожу там домой, сразу куртку, все в стирку. Потому что там прямо чебуреками воняет. Там тоже хорошая акция, например. За 2000 бутылочка водочки и 10 чебуреков. Ничего себе. Грех не заказать. А мы там 3 настойки купили, наверное, за 2000. Да. Короче, мы пришли в ресторан. Первый день нашего пребывания. Русская рюмочная номер 1 называется. Я вообще пришла сюда, чтобы попробовать корюшку. Я просто не подумала, что сейчас не сезон. Короче, корюшки нет, но мы все равно пришли. Будем пробовать здесь настоящую русскую кухню. Мы ж не наелись, Женька, с тобой, правильно? Котлет дома. Поэтому заплатим за котлеты по 1000 рублей. Выпьем водки, и все будет хорошо. Слушай, цены совсем не русские. Ну, слушай, ресторан для иностранцев. Извини, Ты зря что, быканул. обалдел? Ты музей там видела? Да видела я, что мне 500 раз Мне спрашивают. говорят, сейчас Менделеева увидите. И так засмеялась, как будто это что-то значит. Не, ну, Типа сейчас напьетесь и и все отправитесь к Менделееву, блин. Нет, дай бог. Ну расскажи, что тут у нас. Да что тут рассказывать? Малосолы скажи. Малосолы. Селедочка. Я надеюсь, селедочка вкусная. Давно не ела. Хочется вкусной селедки. Все, давай, за нашу встречу на Эльбе. Я, посмотри, что ты наделал. Извини, трахнем по писюрику. Женщина интеллигентная сзади сидит, а ты? А я что, не интеллигентный? А ты нет. Рассольник ленинградский с потрошками. Вообще изначально рассольник готовился с потрошками исторически, пару сотен лет назад. Подожди. Женя, Давай, дай давай, мне давай. поесть. Ну, под горяченькое, но. Не, ну настойки тут, конечно, что надо. Папа твой убьет тебя. Папа, привет. Вырос твой собутыльник. Ну, короче, это специфический рассольник. Сколько стоит? 500 рублей. Можно бутылку водки купить. И напиться, и потом валяться. Я вчера пробовала костный мозг. Ну это популярное блюдо было в Какая царское же время. дрянь. Да. Это Что это такое? запеченный телячий костный мозг. Написано на брошюре, что якобы русская рюмочная номер 1 – это единственный ресторан в России, где готовят такой деликатес. Теплое, прикольно. Ну, слушай, выглядит прикольно. Даже то, что хлеб вот по форме вырезали круглый, он теплый. Это тебе не закуски от Юдей. Ну? Давай честно. Это необычно, конечно. Давай, Женька. А что это такое? Мак? Это соль. Фу, блин. Фу. Фу, господи. Я просто хотела... Говнище какое. Говнище. Сколько оно стоило? Зачем тебе это знать? 790 рублей. Сколько? 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 790 рублей. Ладно, я это переживу. Я надеюсь, что до конца это съешь. Теперь ты понимаешь, почему это единственный ресторан, в котором это готовят? Картошку готовят в каждом ресторане, а вот это только тут. Ну что, Женька, плати. Плати.
Давай, Женька, покажи, на что ты способен. Ты имеешь в виду убежать отсюда? Я думаю, что это прям очень прикольное заведение. Я вот, честно, когда сюда шла, боялась разочароваться. Думаю, ну, может, это просто какой-то ресторан, мы вот просто поедим русскую кухню, но как здесь все подано, смачно. Мне вот прям очень нравится вся эта атмосфера. Действительно, вот как прям вкусная русская кухня. Вот как, даже вот эти настойки, они вкусные. Вот тебе водка была вкусной? Что за вопросы, Марин? Понимаешь, можно просто выпить водку, понимаешь, выпить бутылку. Можно выпить бутылку, а можно выпить 500 грамм. Слушай, ну ты выпил 150 грамм, на самом деле. Тише, зачем ты, начинаешь? Я говорю, что можно выйти в такой атмосфере, что даже эта водка, она кажется не просто каким-то алкоголем, да, вот ты как будто вот часть какого-то вот... Ну, все понятно. Кто делал эту сумку? Свяжитесь со мной. Так рассказывал, так нужна сумка, это сумка. Такая клевая, да. Просто вещь делают ремесленники белорусские. Короче, Женька, предлагаю шлифануться десертом. Что скажешь? Куда тебе шлифоваться десертами? Слушай, ну ленинградский торт сам себя не попробуй. Я возьму все на себя. Хорошо. Это просто пончики. Это просто пончики. Тут драники, это, конечно, говнище полное. Филе клубники. По осени реально много сумасшедших выползает. Здесь вообще не ем колбасную продукцию, мне не нравится. Ну не то, чтобы это прям вот можно ум отъесть. Мне женщина просто говорит, слушай, иди нахуй. Не вернем мы тебе никаких твоих денег. Улыбнись хотя бы за 530 рублей. Короче, развод. 100 рублей заплатила. Ну, вообще, Питер — это самый лучший город в мире. Желаем всем, чтобы так вас захоронили.